И снова здравствуйте, дорогие друзья! К вашему просмотру сегодня особенный выпуск про Архангельск. Его следует смотреть глазами, поскольку будет много кадров, местных пейзажей, прекрасное время года – зимой. В этом выпуске будут представлены кадры из разных дней. Мне хотелось показать вам в одном видео улицы, архитектуру и природу города Архангельск, а также немного рассказать об истории этого города. Сразу хочу сказать, что все озвученные мною факты следует перепроверять. Я не историк, беру информацию из открытых источников с помощью GPT-чат. Нашу прогулку мы начнем с гимназии номер 6 на Троицком проспекте. Во время Великой Отечественной войны здесь располагалась школа юнг Северного морского пароходства. Здесь готовили будущих моряков, тех, кто совсем рано уходил в море в тяжелые годы войны. И это еще одна страница военной истории Архангельска, города порта и города моряков. Видно, мама, тебе? А? Видно? По-моему, даже видно. Скажи, да, чтобы маму видно было? Не хочу снимать. Перед нами бывшая лютеранская кирха Святой Екатерины, сегодня зал Поморской филармонии. Она была построена в XVIII веке для иностранной общины Архангельска, прежде всего немецких купцов. Архангельск тогда был главным морским портом страны, и сюда стекались торговцы со всей Европы. Но вот мы с вами оказались на набережной Северной Двины. На улице Карла Маркса расположен памятник юнгам Северного флота, мальчишкам, которые в годы Великой Отечественной войны осваивали морские специальности и отправлялись служить на боевые корабли. Монумент был открыт в Архангельске в 1993 году в память об выпускниках знаменитой Соловецкой школы юнг. Более 4000 подростков прошли через эту школу, и многие из них погибли, защищая северные морские рубежи страны. Хочу их испугать. Мам, не хочу испугать. Да не будет, вороны. Поумнее будет. Вороны. На набережной Северной Двины находится мемориал с вечным огнем – память о жителях Архангельска, погибших в годы Великой Отечественной войны. Архангельск был важным тыловым городом и портом, через который шли арктические конвои с грузами для фронта. Тысячи жителей ушли на войну, и этот огонь – символ памяти о них. А этот памятник посвящен тюленю, животному, которое помогло выжить жителям Архангельска в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Ага. Перед нами стела «Город воинской славы». Это почетное звание Архангельск получил в 2009 году за мужество и стойкость, проявленные жителями города в разные периоды его истории. Сегодня стела напоминает о том, что военная история Архангельска – важная часть истории всей страны. А рядом находится отель «Пурнаволок». Его название уходит вглубь веков. Наволок – это старинное слово, означающее мыс или выступ берега, а пор связывают с финно-угорскими языками и значением река или вода. То есть Пурнаволок – это буквально мыс у воды, место, с которого и начинался Архангельск. Перед нами гостиный двор, одно из старейших каменных сооружений города. Он был построен в XVII веке как центр международной торговли, когда Архангельск был главным морским портом России. Именно здесь велась торговля с Европой, англичанами, голландцами и другими иностранными купцами. Перед нами один из символов Архангельска – монумент в честь основания города. Именно отсюда, с берегов Северной Двины, начиналась морская история России. Город был основан в 1584 году как первый крупный морской порт страны.
Этот памятник напоминает о времени, когда Архангельск был главным окном России в Европу. Перед нами памятный знак в честь 400-летия лоцманской службы в России. Именно в Архангельске в начале 17 века появились первые русские лоцманы, опытные мореходы, которые проводили суда через сложные фарватеры Белого моря. Поэтому историю российской лоцманской службы принято отсчитывать именно отсюда. Перед нами памятник Петру Первому, установленный в Архангельске в 1914 году. Петр Великий несколько раз бывал в Архангельске и развивал здесь флот. Позади памятника здание бывших губернских присутственных мест, административного центра города XVIII-XIX веков. Здесь решались важнейшие вопросы жизни региона и формировался облик Архангельска как губернского города. Перед нами беседка Грина, одна из новых достопримечательностей набережной Северной Двины. Она была построена в 2020 году как точная копия исторической галицинской беседки конца XIX века. Считается, что именно отсюда открывается один из лучших видов на Северную Двину. А свое современное название беседка получила в честь писателя Александра Грина, который жил в Архангельске в годы ссылки. Перед нами обелиск жертвам интервенции, один из старейших памятников Архангельска. Он был открыт в 1927 году в память о событиях гражданской войны и иностранной интервенции на севере России. В 1918 году Архангельск оказался под контролем войск Антанты, а регион на несколько лет стал ареной ожесточенного противостояния. Это Северный морской музей, посвященный истории освоения Севера и мореплавания. Здесь рассказывают о кораблях, полярной экспедиции и роли Архангельска как главного северного порта России в свое время. Чем носок сниму? Не знаю. Чего? Мама, носик тоже в. Перед нами Соловецкое подворье в Архангельске. Оно появилось здесь еще в XVI-XVII веках как представительство Соловецкого монастыря. Здесь находились склады, лавки и жилые корпуса, а позже был построен храм в честь Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. Это место связывает Архангельск с Соловками, одним из главных духовных центров русского севера. Папа, мама, так, папа, отсюда. Мама, это Свято-Никольский храм, один из известных храмов Архангельска, расположенный на набережной Северной Двины. Он был построен в 1904 году, как часть подворья Никола Карельского монастыря. Святитель Николай считается покровителем моряков, поэтому появление этого храма рядом с портом и не случайно. Это бывший дворец пионеров, один из символов советской эпохи в Архангельске. По сегодняшний день здесь собираются дети со всего города, занимаются творчеством, наукой и спортом. Сегодня здание продолжает жить уже как областной центр детского и юношеского творчества. Это современный городской сквер в Архангельске, созданный в рамках благоустройства центра города. Здесь появляются арт-объекты и необычные скульптуры, которые делают пространство более живым и современным. Такие места показывают, как город постепенно обновляется, сохраняя при этом свою северную атмосферу. Это музей художественного освоения Арктики имени Александра Борисова. Он расположен на историческом здании XIX века и посвящен тому, как художники и исследователи осваивали и изображали Арктику. Здесь собраны работы, передающие красоту и суровый характер Севера.
Перед нами Архангельский театр драмы имени Михаила Ломоносова, старейший театр города и один из главных культурных центров Русского Севера. История театральной жизни в Архангельске насчитывает более 200 лет. Современное здание театра было построено в 1930-х годах и позднее неоднократно реконструировалось. Сегодня здесь проходят драматические спектакли, фестивали и крупные культурные события, привлекающие зрителей со всего региона. Что делать? А мы находимся с вами на Троицком проспекте, одной из главных улиц Архангельска. Здесь рядом сохранились старые городские дома и более поздняя советская застройка. На заднем плане видно здание проектных организаций, одно из самых узнаваемых архитектурных символов Архангельска. Построено в 1983 году, оно стало ярким примером советского модернизма и хорошо известно горожанам благодаря своей башне с антенной, которая уже давно стала частью городского силуэта. Это дом купца Суркова, один из самых известных деревянных домов Архангельска. Он был построен в конце XIX века и принадлежал купеческой семье. На первый взгляд может показаться, что это каменный особняк, но дом купца Суркова полностью деревянный. Именно такие здания когда-то формировали облик старого Архангельска, который на протяжении веков был преимущественно деревянным городом. Хочешь посмотреть? Посмотреть хочешь? В сквере Победы на пересечении улицы Поморской и проспекта Чубарова-Лучинского размещена зенитная пушка. Она была установлена в 2013 году, в канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Зенитное орудие посвящено памяти об архангельских зенитчиках, защищавших город от налетов немецкой авиации в августе-сентябре 1942 года. Можешь залезть? Зачем это крутится? Это танк такой. Зачем? Снаряды запускают. Катюша это. Или Катюша это. А там написано на стенде, что это такое. А, нет, не написано. Всё. О! Кручу, да? Ну, как ты? Мама, нам сюда? Да. А так вот там как раз. Вот это здание, столовая там должна быть. Мама, помнится, сейчас на маму еду, а потом хороший. Все верно. Это уже ешь леденец. Вон кто там стоит? А это одна из самых известных улиц Архангельска и настоящий музей под открытым небом. Здесь сохранились старинные деревянные дома, памятники северным писателям и атмосфера старого города. В начале 2000-х проспект был реконструирован и стал главной пешеходной улицей Архангельска. К сожалению, в этот раз мне не удалось погулять по всей улочке. Надеюсь это сделать в следующий раз. Зачем здесь снег не идет? Ну, сегодня мороз. Когда сильный мороз, снежок не идет. Это памятник Степану Писахову, знаменитому северному сказочнику, художнику. В настоящее время фигура Степана Писахова является одним из символов Архангельска. Памятник появился на Чубаровке в 2008 году. В руке у писателя авоська с рыбой, на шляпе сидит чайка, а у ног кот. Персонажи, словно сошедшие со страниц его северных сказок. Что там?
Ну а после продолжительной насыщенной прогулки я и Ксения отправились в столовую, которая находится в одном из деревянных памятников архитектуры на Чумбаровке. Такие здания напоминают о времени, когда Архангельск был преимущественно деревянным городом, а купеческие жилые дома строились из дерева даже в самом центре. Одеваем здесь. Да, это не свет. Одеваем. Ну а наша прогулка подошла к концу. С вами была Нина Матвеева и моя дочь Ксения на прогулке по зимнему Архангельску. Ожидайте новые выпуски с поездки в Россию, подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки, пишите свои комментарии и до новых встреч!